Два старожилы. Мимо них не пройдешь. И посмотрите здесь что. Клоун показывает пальцем и говорит: вот это, ну туда показывать, вам недоступно. Ну потому что, наверное, думаю, это очень дорого, но это и очень красивая майолика, обливная керамика. Давайте еще раз покажу. Еду на Тишинку, а смотрите, какое солнышко. Как оно освежает всю эту атмосферу на улице. Там аж на дорогах блестит оно. Маяковская, Пекин. Живая музыка. И снова с вами Иван Рыбников. Пусть будешь лучше ты всегда, пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше ты. Традициям не изменяю. Кофе, латте и чебурек с бараниной. 220 рублей все вместе. Памятник дружбы народов. Прямо напротив Тишинки. Ну, а я захожу вовнутрь. Нас ждет много интересного. Друзья. Тишинка гастрохол. Костя говорит: Ваня, тебя здесь все спрашивают. Ну вот он, я пришел. Здесь у Кости стоит что-то невероятное. 370 тысяч, между прочим, стоит. Сейчас попросим его достать и показать поближе, повертим в руках. Мы ее достали. И сейчас рассмотрим повнимательнее. На ножках она. Клейма, наверное, есть, да? Да, конечно. Серебро. Фирма Балин. Балин? Балин. Угу. Помнишь такое? Блин, так дорого этот Балин. Нет, Кость, я не помню. Ну, Фаберже знают все. А Балин тоже также поставщик императорского двора. То есть Балин, ну, в общем-то, наверное, на одном уровне, сказать, да? Равно Фаберже, да. Предметы также хранятся в оружейной палате у нас в Кремле. Надо сходить туда. Лариса ходила, говорит, шикарно. Я, говорит, подобного ничего не видела. Там же кареты эти стоят невероятные. Ну вот она такая шкатулочка. Не знаю, кто-то, может быть, когда-то из нее едал какие-нибудь сосулечки, не знаю, или что-то еще. А может, кто-то хранил жемчуга, например. Ну, она, конечно, роскошная. И, блин, такую вещь нельзя, конечно, ронять. Этот Балин. Ну, очень красиво. У Кости вижу на мраморе, да? А может быть и нет. Ну, тут на постаменте вот такой мальчик. Конец 19 века. Играет на трубочке. Старая бронза, я так понимаю. Стали статуэтку Мейсон. Мальчик скачет на коняшке. Ну как бы на коняшке, на палочке. В таких калошиках. Барабан стоит рядом. Вот еще какую вещицу. Костя, достань, пожалуйста, тарелочку вон ту. Вот еще вещицу какую встретил. По мотивам Пикассо. Что-то такое странное. Это типа те люди, у кого из попы ноги растут, или что это означает? Или руки, наоборот, из попы. Ну, типа того, да, что-то такое. Как раз для тех, кто любит такие варианты современности. Без царских этих завитков. Частный завод. Ручная, да, видно, да, сразу? все вручную. Это кто, соблазнитель, да? Искуситель, да. Ну, нестандартные тоже вот эти
Листы-то, завитки все тоже непривычные, редкие на тарелках. Красота. Отличился автор, оригинальность. В топе, да, обращают внимание. Вот видите, на белок обращают внимание. Белочки это Копенгаген. Достаточно большая статуэтка. Очень много мелких деталей. Ну, в общем, как бы одна у другой хочет забрать все-таки орешек. Но это ей говорит, я не дам. Нет, не смотри, я не дам. Он мой. Он мой. Такие миниатюрочки, подсвечнички стоят здесь с приятными цветочками, прорисовочкой такой. Вот эти вещицы, конечно, обожаю. И помните то гениальное яйцо? Вот оно пока еще не продано. 45 тысяч. И минажницы невероятной красоты. 3 ракушки соединены. 38 тысяч, гадно. Смотрите, какая подача появилась. Я думаю, наверное, для спиртного, да, шампанское, либо вино из бронзы или латуни. Такой сверток. Слушайте, ну красота. Сейчас узнаю, сколько стоит. Нет, друзья, это не для вина. Хотя я бы использовал для вина. Это для полотенец. Для салфеток на столе. 30 тысяч стоит. Слушайте, ну роскошь, да. Здесь комплект вижу с вышивкой на шелке. И вот этот разнос, поднос вот с такими креманочками. Кобальтовая история роскошная. Видите, тот медальон зеленый с дамой. Еще написали, что похоже на из родни. Кто у нас в родне снимался? Нона Мордюкова. Вот у этого же продавца вот такие медальоны, парочку. По 4500 с ангелами, с ангелочками. И вот эта вещица очень понравилась. Вот эта вещица 1700 стоит. Ну, думаю, можно за 1500 торговаться. На таких ножичках. Ну, это под украшение. Прекрасная, да, вещица? Подарок. Заглядение. Особенно тем, кто понимает, тем, кто видит все тонкости. Ну, шикарная вещица. 1700, 700, в принципе, цена нормальная, адекватная. Вот, посмотрите, какая прелесть. Такая тарелочка 1700. Горшочек. 1000 рублей. Что-то похоже на Италию по мотивам. Но есть клеймо. Вот выяснил я, что это Каподимонте. Смотрите, вот оно клеймо. Необычно, да. По-моему, это камень, да? Это как нужно было вырезать? Уточка. Так он был закопченный. Сверху и уточка, ну, маленькая уточка внутри, утенок. Обалдеть. Вот тоже голова работает. Работала у человека. Что надо такое создать? Это не склеено, это ничего, чтобы вот как-то по отдельности это все вырубить, вырезать. Ну как вам такой вариант пепельницы напольной? Сногсшибательная. Ну, кто любит своего мужчину, супруга, чтобы ему приобрести вот такую вещицу? В принципе, есть и курящие дамы, можно мужчине, наоборот, даме такой подарок сделать. Ну, роскошно, роскошно. 25 тысяч. Но это можно не только как пепельницу, можно как монетницу, ключницу, ключи бросать у входа. Даже, по-моему, вот на эти ключички можно повесить лопаточку для обуви. Это варианты. Можно цветы сюда, какие-то маленькие букетики. Все зависит от нашего мышления и запроса. Можно использовать по-разному. Предмет для того, чтобы складывать сюда ложки, вилки, ножи. Серебро. Легкое-легкое. А как правильно называется вот это стекло?
Это с эффектом кракелюр, кто-то морозное называет, а эффект кракелюр это эффект трещинок, это ручная Мне работа. кто-то сказал, что это называется французским стеклом, другие говорят итальянским. Ну, вообще это итальянское, и Итальянское. сделано вручную, они даже неправильной формы, высоту отличаются. И там клеймо на, из подстаканников вынимается, и там клеймо, внутри. и написано, что сделано вручную. Да, а здесь они идут с кувшином, Да, нам. стаканчики эти. Нет, визитка. Я могу вам номер телефона сказать. Визитка у меня ни к чему. Шкатулка. У меня вот Гранат, просто гранат. Да. Маркировано. Говорят, 800-е годы. Старенькое серебро. Легкое, с камнем. Да, они прям три в одном стиле, я тут поняла. Загляденье, правда? А по какой цене они будут? Ну, они где-то... Кто любит серебро? Но не дешевая она, по-моему, не дешевая, но прекрасная вещица. Хорошо, займите виду. Вот это скругленная, а это такая... Ну, то есть, видимо, да, потеряли и может докупили. вообще это другие даже, а может какая-то из них родная. Ну, сейчас я их покручу. Королева тут пришла и думает, купить солонечки, вот эти салоночки или нет. 3500, но вот сейчас их за 2 отдают. Вот она рассматривает их. Ну и я рассмотрел тоже. Даже уклялись с Сергеем, и они привезли мне вот этот подарок от Татьяны. Татьяна у нас откуда? Майами, да, вот та, которая передала мне вот эти фотографии. Кстати, сейчас покажу вам, приложу здесь. Элла же нашла эту актрису, эти фотографии с проб. Актрису из фильма, которая снималась как раз в 24 году. Вот, эти ножницы с зигзагом, и они, по-моему, из того ателье или школы, где учился Лагерфельд. Но это вот как мне сказали. Здесь 2 клейма, Made in США, и вот Альтеп написано. Ну что, шикарный подарок в мою коллекцию. Татьяна, спасибо большое, огромное, и привет. Майами. Там, кстати, у меня родственники живут. Но почему-то не зовут меня в гости родственники. Иногда, а вернее чаще всего поддерживают чужие люди, чем свои. Спасибо еще раз, Татьяна. Гуляли с Сергеем. У Сергея хочу показать вам вот такой штопор необычный. Видите, он ставится на стол, на столешницу. Это попугайчик, да? Да, попугайчик. Не орел, это попугайчик. И вот такая вещица интересная. Это доставать из часов стрелки, чтобы они не прыгали, не потерялись. Вот где мы еще бы увидели такие предметы необычные. А вот это что? Это штифты вынимать из часовых браслетов. Угу. Швейцарского производства, видите, написано. Угу. Так, а это? Это толщиномер. Если свести как ножницы, тогда мы поймаем в дюймах. Толщину. Вот с этой стороны берем, Угу. и вот на этой шкале видим размер. А, вот который сюда здесь. вставляем. Да, Мгм. да, верно, все верно. Такая вещица. Мгм. Где-то очень... А вот кто-то ищет и никогда не найдет такого. Вот где? Я первый раз вообще вижу. Да. А сколько стоит вот такое? Это мы продаем за 1000 рублей. 1000. Ну здорово. А, Видите, можно с этой стороны, а можно с этой стороны Галицин ткани. отрубать сигары. Это германского производства, кожа, латунь, красивая. Вот здесь брендовая надпись, утверждающая производителя. Мгм. А это тогда что? Это кронциркуль для снятия размеров. То есть мы вот устанавливаем, предположим, по линейке нужный размер, чтобы многократно с линейкой не ходить к изделию. Вот держим этот раз, затянули, и мы будем контролировать размер. Размер один и тот же. Этим разъемом. Понял. Мгм. Кронциркуль. Так, вот как раз я вам покажу номера телефонов. Делайте скриншот, и вот то, что вы сейчас видели, все это можно приобрести как раз по этим номерам. Ну, а я побежал дальше. А здесь, кстати, еще Клоузане есть браслеты. Наверное, Ляля меняет, тут сидит. Ну да, кстати, вон у нее на руках. Красота, да. И вот интересный нестандарт. Латунь.
Мгм. Ладно, спасибо вам. Совсем недавно на вернисаже мы с вами видели дерево терракот. Ой, не дерево, а как глина, гипс, да, глина, керамика. Так вот этот ангел, подставочка, как раз с этой глины. 15. Ну, роскошная. Сказка. Ой, а моя задача сегодня, честно говоря, прямо неожиданно и приятно, моя задача сегодня найти те пуговицы. Помните, я вам совсем недавно показывал, 5000 стоит, как это назвать, ну, там их несколько связаны, связки. Так вот, одна из королев, Ольга, у нее свой канал, я вам сейчас его покажу. Она выслала мне денежку 5000 на эти пуговицы. Я взывал к спонсорам. Очень приятно. Спасибо, Оля. Пойду их искать сейчас, пуговицы. Если их не будет, то я у него куплю там еще что-то, я видел, нужное мне для швейных дел. Думаю, что это подсвечник, а может быть вазочка. Снова взываю инвесторов и спонсоров. 5000 стоит вот этот комплект пуговиц. Спонсор Ивана Рыбникова. Очнитесь, вас здесь ждут на канале. Вот вы видите на экране снова эти роскошные пуговицы. И как раз под этим видео Оля написала, что выслала мне денежку 5000. Вот ее сообщение, я его даже прикрепил под ним. Лайкают дамы, королевы наши, и благодарят Ольгу. И как раз хочу перейти к ней на канал. У нее, кстати, очень много красоты и роскоши. Вот у нее серебро и различные украшения с камнями. Реденько, но иногда я захожу к ней, смотрю, у нее изобилие всего красивого, ну просто изобилие. Оля очень приятно ведет канал, очень тактичная, вежливая. Это отражается вот даже на товаре, ну, вся подача. Вот, прикреплю ссылочку на ее канал, добавляйтесь, смотрите, любуйтесь ее красотой. А вам, Оля, выражаю еще раз благодарность от себя лично. Пуговицы в итоге я нашел, потому что я бродил и не мог найти его место. Заблудился там крышей из трех этих, как это правильно назвать? Ну, делится тишинка на 3 части. И я нашел его только в конце. А в конце уже он собрал стол свой. Вот у него даже фарфор здесь. Всем бодрое утро. Значит, утро у нас становится свежим. Собрал стол, собрал товар, и мы договорились с ним встретиться на вернисаже уже в субботу. И в субботу я заберу пуговицы. Осенние держит бодрячком, что тоже приятно. Значит, сегодня я хочу вам показать старый Париж и просто Париж. Значит, с вазы это старый Париж, их знаменитая, значит, бронза и матовое золото. Потрясающая ручная работа. Эти сценки. Я вазу хватила несколько, девочки, мне досталось. Была распродажа частной коллекции. Значит, сзади рисунки вот такие у этих ваз. Все будут вазы разные, все рисунки разные. Кружечки. Сразу скажу, это не было сервантным хранением. То есть из кружечек пили, кружечками пользовались. Кружечки такого же возраста, как и вазы, заявлено до 1850 года. Вот этот синий, его, конечно, надо видеть вблизи. Он матовый и он сине-фиолетовый. Вот, не знаю, не передает камера. Потрясающий цвет. Вот роскошный королевский, я бы сказала. Вот у этой вазы, вазы, все уже. Утро. Что вы хотите? Вот как раз насчет того, что запинаюсь я и многие другие блогеры, ютуберы, на самом деле это очень сложно, это очень непросто вести блог одновременно
соображать все, учитывая все, что вокруг тебя происходит. И я лично смотрю, допустим, на что я еще... Одновременно я говорю, я смотрю уже дальше, на что еще я дальше, чем я продолжу вас удивлять. И своих личных моментов жизненных в голове очень рой, да, и ситуация непростая. Все это отражается. И тем более, да, если ты еще и многого не знаешь, и только узнаешь, я вместе с вами все это узнаю, то есть тоже отражается все это. И запинаешься, и колыхаешься, и, в общем, все это непросто. Вести свой блог. Ну, вот вам подтверждение такое небольшое, что... Ну, я часто вижу другие блогеры, ну, если ты там только у тебя, не знаю, прям речь поставлена, и ты там уже профи при профи, хотя... Ну, в общем, вы все сами понимаете. А Ольге большая благодарность, еще раз спасибо большое. От канала Ивана Рыбникова. Канала Ольги «Антикварный фарфор». Франция. Вот мы сейчас с вами посмотрели на ее канале. И ссылочку оставлю на нее в описании под этим видео. Переходите. Лиможевская парочка. Это там где-то часики стучат, слышали? А как же ты будешь, ты же не Франция. А здесь посмотрите, какая прелесть. С какими она ручками. С какой она бомбошечкой сверху. А чья же она? Я не могу разобрать. Может быть, вы прочитаете? А тут сколько солнышка, весны, зелени, Париж. Очень красивое клеймо. Лица, конечно, у них не свадебные, не счастливые почему-то. Но свадьба была. Смотрите, какая красота. Ух, как красиво. Неповторимо. А сколько такая стоит? Вот это. 3,5 отдам за 3. За 3000 можно сейчас взять. Лимож, говорят. И вот эти две со сценками. Какие же они красивые, старенькие, да, видно по вот этим желтым пятнам. Ну, роскошные. Это необычное, с металлическим кантом. Ух ты! Это что за клеймо? Буква Г и циферка 5. А это чья? Это север. Ну, север, да. Обалдеть. Тысяча она. Вот здесь Юрий, это у него красота вся эта. Из Питера. А, из Питера. Питеру привет. Уже скучаю. Кстати, питерские модели скоро приедут ко мне 16-го на показ. Забавная. Сколько она стоит? 10 тысяч. Позолоченная. Графиня во всей красе. Две шкатулки хрусталь с родным ключиком. И здесь вот такая горный хрусталь. А бокалы какие. В прошлый раз, помните, я вам снимал? Вот здесь уже пара их подобных. Тоже металлические вот эти штуки, гвоздичками набиты. Интересная вещица. Зеркало с белым медведем. Вода застыла, видите? Как зеркало. Ну, это вообще зеркало, да, необычное.
И тут собачушка вот такая. Ночничок. Это что-то тут невероятное какое-то. Ну, обычно такие предметы очень дорого стоят. И здесь их 2. И в родных коробочках. Это что, бродячий цирк, по-моему, да? Еще один светильник. Медведь на льдине. И еще один старожила, только еще огромнее. Здесь вообще очень выстроено красиво. Грамотно все. Видите, как этих в питерских дворцах. Все отцентровано. Это важно. И даже собаки эти стоят обе по краям. Так, а мы сейчас с вами подойдем к вот этим плакеткам из фарфора. Какие-то они прям невероятные. Сценки. Зашел еще на одно видео Ольги, и в подтверждение, думаю, поставлю я вам и немного и его. Как раз речь о том, что многие блогеры очень помогают людям в жизненных ситуациях. Вы сейчас послушаете и поймете, о чем я. Доброе утро, дорогие дамы. Доброе утро, дорогие мои друзья-подруги. У нас сегодня такое с вами будет необычное видео, потому что был у меня такой недавно вопрос, как стать богатой, красивой и успешной. Писала молодая девушка и писала о том, что вот ей 20 с небольшим лет, а она постоянно смотрит, сидит какие-то передачи, каналы, и ей бы хотелось, как-то определиться для себя в этой жизни, каким путем и идти. Представляете, какие письма мне пишут молодежь. Я, конечно, что могу сказать? Я не психолог, я не гуру. Я просто ведущая канала, блога, ряда каналов. Попытаюсь ответить на вопрос этой девушки. Прежде всего, с чего надо начать? Нужно оглянуться вокруг и перестать выглядеть как все вокруг окружающие. Перестать жить вашим окружающим миром. Потому что, как многие знают, что даже поселившись где-то, уехав куда-то жить за границу, стараются жить поближе, допустим, к своей диаспоре, выходцев, допустим, приезжих из России или из той и другой страны. И все, вы попадаете опять в эту рутину человеческой жизни, и вы остаетесь прежним. Но надо находить в себе силы и возможности быть не такой, как все, одеваться не так, как все, то есть выглядеть не так, как все, не то, что как все люди на планете, а так, как выглядит ваше окружение, ваше самое близкое окружение. Пытаться... Вот Ольга задела очень важную тему. Многие из вас там пишут: прическа у меня то, не то, это не то. Так я и не должен быть так, как вы себе там представили. Нет, мы все разные. И моя индивидуальность, она моя, она неприкосновенная. И вот эту индивидуальность, знаете, как непросто найти многим людям. Взрослое поколение, я думаю, понимает, о чем я сейчас.
многие люди даже в своем возрасте уже преклонном его не нашли. Я счастлив, я рад в том, какой я есть. Мне комфортно в этом, и это очень важно. Рассуждать, обсуждать я могу тоже со стороны. Я же не вижу, вернее, могу видеть многих людей и тоже осудить, но я этого не делаю. Только в крайних случаях, если действительно там какой-то трэш. Нет. Ну, в общем, тоже вы понимаете, о чем это я. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.